Всем привет, меня зовут Алина Загитова. Второй день этапа Гран-при в Магнитогорске. Смотрим на произвольные программы наших прекрасных девушек и наслаждаемся. Офигеть! Блин, я так рада! Представляете, на первом своем старте взрослым, а она его сделала. Еще у нее очень интересная постановка программы, потому что у нее меняется 3 раза стиль музыки, и это на самом деле очень сложно показать эмоции, потому что ты настроился на одно настроение, а потом тебе надо сделать другое настроение. Наверное, для девушек это проще, потому что мы такие, знаете, наше настроение вот так может поменяться в секунду. Интересно посмотреть на эмоции мамы. Представляете, как она ей гордится? Сейчас слезки пойдут. Новая звездочка у нас появилась. Первый раз, да, ты на соревнованиях сделала четверной тулуп? Перед прыжком, когда я заезжала, пыталась сосредоточиться. То есть думала то, что нету никого вокруг. Все, вот я, лед и все. Мне как-то прям спокойнее стало. А вот. После? После я думала, как бы доехать дальше. Чтобы все чистенько, да, сделать. С мамой вы о чем разговаривали? То есть с тренером. Вы о чем разговаривали перед выступлением? На разминке я сказала то, что я забыла, как делать луц. Она сказала, все нормально. Самое время. Да. Вот сказала, иди, просто делай, просто вот вкрутись в него. Вот. Ну, пошла, сделала. Вот. А так она мне старается ничего не говорить, не трогать. Вот, то, что она знает, то, что я и так на нервах, лучше лишний раз не трогать. Такая интересная постановка программы, 3 раза меняется стиль музыки. Вначале мне поставили, как начало, там, чтобы ход набрать, так, пока я еще не уставшая. Потом вторую половину мне сделали спокойно, более, чтобы я выдохнула, и на дорожку уже так, чтобы, я в ритм все успевала, не то, чтобы мне так же оставили, как во второй половине, и я там просто так еле как доехала. Угу. Вот. Какой тебе стиль ближе вообще в жизни? Ты спокойный человек или яркая, зажигательная, как твоя первая и последняя часть программы? Наверное, больше как первая и последняя, такая больше зажигалочка. Угу. Мне движ постоянный нужен. И импульсивная, да? Да, очень. Какие перед собой на данный момент ставишь цели на этот сезон? Точно дорожку подтянуть, не на первый уровень катать. Вот, а так, второй этап Гран-при, потом чемпионат России желательно. Хотелось бы, пока хочется чисто для себя кататься, там куда попаду, туда попаду. Хочется просто свой максимум показывать. Хорош. У нее тоже очень неординарные заходы на прыжки. Очень короткие. Такая тоненькая, маленькая, хрупкая, даже не можешь себе представить, что человек сделал в программе тройные акселя. Даже не можете себе представить, насколько большое давление физическое испытывает спортсмен во время отталкивания и тем более приземления.
что вес при приземлении умножается на х2. То есть, если ты весишь 20 килограмм, грубо говоря, когда ты приземляешься, ты весишь примерно 35-40. Еще одна новая звездочка во взрослых соревнованиях. Это твой первый сезон. Волнуешься ли ты перед ним? Просто я помню свой первый сезон во взрослых соревнованиях. Я волновалась, да, чуть-чуть, но я была такой а-ля дерзкой. Ничего не боялась. Вот твои ощущения. Ну вот сейчас я достаточно сильно переживала еще. Перед произвольной программой. И перед короткой тоже. Перед короткой больше, чем перед произвольной, потому что с новым тренерским штабом тоже какой-то груз ответственности, было страшновато. Но вроде я себя как-то переборола. Получилось прокатать более достойно так 2 программы. Конечно, не очень довольно короткой из-за акселя, потому что на разминке перед прокатом я сделала 2 хороших, там в программе зажалась, и из-за этого вылезла ошибка. А произвольной, в принципе, ну, можно сказать, не прям супер довольна, но для первого раза сойдет. Дарьи Георгиевны не было на короткой программе, не было на тренировках, не было на половине 6-минутной разминки, да. И тут она внезапно появилась. Ты вообще знала, что она приедет? Ну, мне сказали, что задержали самолет, получается, она там в Челябинске приземлилась, а когда я ее увидела, я очень сильно просто была в шоке. Запереживала? Ну, нет, даже как-то более успокоилась, возможно. Ага, ничего Не себе. знаю, как-то Вот и она взглядом своим успокаивает. Вот скажи, есть такая Да, тема? есть, да. Я, когда была на тренировке, у тебя была другая произвольная программа, такая классика, Да, насколько я «Щелкунчик». помню, Щелкунчик. Сейчас у тебя другая программа, вообще другой образ, другой стиль. Кто был зачинщиком этой идеи? И нравится ли тебе эта программа? Когда я пришла, тренеры посмотрели мои программы, сказали, что нужно менять обе. У меня и короткая новая, и произвольная новая. Постановщиком был Георгий Владимирович Пахилюк, и образы также предложил он. Мне сразу обе музыки понравились. То есть я сразу же обрадовалась новому, там сказать, образу, хотя мне, получается, «Щелкунчик» тоже достаточно, программа нравилась. Не знаю, поменяли, так решили тренеры, и мне сейчас обе программы нравятся, произвольная особенно. Еще костюм очень нравится на произвольную. Да. А покажешь? Вот. Вай. Спинка. Спинка очень нравится. Спинка красивая. Ну, это фирменный стиль, конечно. Кого ты катаешь? Какой образ у тебя в произвольной программе? В произвольной программе я катаю, мне, получается, объяснили так, что сумасшедшего композитора, у меня какие-то хаотичные там движения. Мне прям этот образ, не знаю, как-то по душе прям. Мне понравилась очень энергетика от этой музыки. Получается, я делаю хаотичные движения, но опять же они как-то стараюсь себя переключить в программе. И первая часть у меня получается более такая воинственная, а во второй части я уже там как-то чуть-чуть себя раскрепощаю, пытаюсь. Конец программы уже такой, дорожка опять мощная музыка и вот так. Ну и как тебе в группе Дарья Тутберидзе? Прекрасно. Расскажи, вот как ты решилась приехать в Москву? Твое было решение это? Мы приняли обоюдное решение с тренером, то, что нужно двигаться дальше и поехать на просмотр группы у Дарьи Георгиевны. После контрольных прокатов юниорских я сразу же осталась в Москве и уже пришла на просмотр. На первой тренировке были только положительные, конечно же, эмоции, когда я впервые Дарью Георгиевну увидела. Сердце чуть-чуть замирает, конечно же, особенно от первого раза. Но достаточно хорошо прошла первая тренировка. Сразу же, можно сказать, влилась в группу. И в группе очень дружная атмосфера, и мне очень нравится все. Ты большая молодец, и я очень надеюсь, что у тебя все получится. Точнее, не надеюсь, а в этом уверена. Это плохо. Видно было, что сегодня немножечко не в ногах, прям болтало во все стороны. Это видно по коньку. Он может ехать прямо, а может ехать вот так вот. Это значит, что мы же все люди, когда мы начинаем переживать, наше тело немного начинает потрясывать. Вот, и когда мы садимся, это все уходит в ноги, и они начинают болтать. Ну, типа вот так. Ты можешь ехать, ну, типа вот так, а можешь вот так вот.
кажется, что ты немножко нервничала сегодня, у тебя прям, ты как будто не в ногах была. Не немножко, честно говоря, я думала, я в обморок упаду. Я не знаю, что сегодня происходило, но я давно такой стресс не испытывала Вчера в ты своей говорила, жизни. что ты вообще не волновалась. Вот, я думаю, что мне вчера надо было чуть-чуть пострессовать, чтобы сегодня тоже чуть-чуть пострессовать. Но поскольку вчера я, наоборот, как будто бы абсолютно волнения не чувствовала, у меня все перенеслось на сегодня, и я стою перед прокатом с Валентином Николаевичем, и ему говорю, вот я сейчас либо заплачу, либо меня вырвет. Ну, потому что я не понимала, у меня такое состояние было. У меня не было этого последние 3 года. Ну, то есть это первый раз за 3 года, что я стояла перед соревнованиями, и меня прям, ну, вот, я в таком, в мандраже нахожусь. И мне, честно говоря, последнее, что хочется, это сейчас выходить на арену, оставаться одной на льду и катать программу. Но мне было страшно. Ну, то есть у меня на секунду я прям почувствовала, как у меня тело закаменело, как я не могу, как мне тяжело шевелиться. Мне очень повезло, что у меня опытный тренерский штаб, они как бы такие, так, все, выдохни, глубокий вдох, глубокий выдох, да, все, они, ну, как быстро меня настроили, быстро меня сориентировали, ну, то есть не стали как-то там, да, все нормально будет, они достаточно жестко так мне сказали, все, вдох-выдох, уверенно, ты работала, сейчас сливаться не вариант, выбора у тебя уже нет. Иди, борись, начнешь делать привычную работу, организм подстроится, все будет нормально. И в целом так и получилось. У тебя уже было достаточно времени, чтобы проанализировать этот момент, с чем он связан. Возможно, и какие-то переживания вне льда сказываются определенно. То есть понять, в чем отличается сейчас моя жизнь от жизни в прошлом сезоне, скажем так, потому что и в она позапрошлом. отличается, да? Ну, наверное. Ну, я не знаю, как это объяснить, но сейчас, в этот сезон, несколько всего мероприятий было, на которых я выступала, я чувствую, что мне морально становится сложнее. Ну ты чего? И, ну, я стараюсь как бы с этим бороться, я стараюсь об этом не думать, что у меня нет кризиса 20 лет. Тихо, ты плачешь или чихнуть хочешь? Не Я плачь. плачу и чихнуть хочу. Не переживай, я с этим справлюсь, не переживай. Ну, в общем, я не знаю. Возможно, это какой-то возрастной момент. Может, это какой-то психологический. У меня сейчас будет кризис 23 лет тогда. Мне Ну, вообще что? 23. Мы щас Ты вдвоем вообще будем еще стоять молодуха тут плакать? стоишь. Ну, в смысле? 20 уже много. Ну, Скажите честно, 20 жизнь только начинается. А у тебя, короче, юбка стала? да, мы ее подрезали. И мы вообще покрасили костюм. Вот это у меня глаз алмаз, скажи. Да, все детали запоминает Алина. Да. А что подрезали? Мы Неудобно подрезали было? Слишком и тяжело? покрасили. Да, градиент сделали. Ну, вообще, давайте небольшой инсайт Алине расскажу специально. У меня следующий этап вообще запланировано новое платье, новый костюм. И новая программа? Нет, программа та же, но костюм будет мрачнее. Мы так решили, захотели, подумали, почему бы и нет, попробовать. В любом случае, это платье мы никуда не выкинем, оно останется со мной. Попробуем выйти в новом, посмотрим отклик от судей, от зрителей. А судьям что-то не понравилось? Нет, ну, как бы никто не говорил, что фу, что у тебя отстойное платье, никто не говорил, но мы просто на прокатах посмотрели, поняли, что красный цвет очень красиво выглядит на льду, черный цвет вообще беспроигрышно тоже всегда смотрится, а синий, он, ну, вообще, оттенок за кадром, вот, когда я стояла, давала интервью, он смотрелся красиво одним цветом, а когда я на льду под этим плоским, ярким освещением, он выглядел совсем по-другому, ну, как будто бы оно проще выглядело. Не знаю, мне все нравится, пишите в комментариях, как вам. Пойдет на 14. Не каждый спортсмен может собраться после неудачного прыжка, то есть падения. Но у Адели есть хороший скилл, и потом она может это сделать. Единственное, наверное, что после падения, вот буквально 3 секунды, можно заметить, как она пытается вообще понять, что произошло в этот момент. И это прям очень сильно бросается в глаза. А в остальном, как она умеет передавать образ, то она, конечно, молодец. Что? Пожалуйста. Я вообще-то держу, она еще не катится. Что тренеры сказали тебе? Вот не Они надо, тебя вот, не вот не надо. Они тебя не поддерживают хотя бы сейчас? Или они взяли тактику, типа,
строгих? Ну, никогда нельзя судить по первой реакции, всегда объективная оценка уже идет, когда встречаемся после проката самого на катке. Понятно, что недовольна, это был совершенно не мой прокат вообще. Ну, поэтому, да. Мне показалось, что когда ты выходила, ты еще более-менее была как бы в ногах, а потом в момент Я вот после смогла, падения да. у тебя какие-то Да. ножки такие немножко Что-то мандражировали. я сегодня вообще сесть в ноги не смогла. Сесть в ноги. Вообще. Мгм. Какая-то проблема случилась. Нервничала очень, как-то интерьерно это видела. Такая уже говорю, соберись там. Немного опять побили меня, помассировали. Что-то в этот раз не помогло. Думала, вся суть была именно в этом массаже на чемпионате России, что получилось так откатать. Нет, все-таки не в этом дело было. Ну, ладно уже, как-нибудь. Есть ли какие-то действия, которые тебя успокаивают? Ну вот вроде кажется, что есть, а по сути нет. Да, это факт абсолютно, потому что какой бы опыт у тебя не был, да, в любом случае каждый раз как будто в первый раз. Я думаю, что ты совсем справишься, просто прислушивайся к себе, к своим эмоциям, к своим ощущениям, а мы будем просто тебя поддерживать. Если я буду прислушиваться к себе, я в психушку попаду быстрее. О, здравствуйте! Давно вас не видела. Как там у вас? Сейчас сложности есть какие-то? У тренеров у всех сложности. Выиграл хорошо, проиграл. А вы смотрите сейчас фигурное Да, катание? сейчас сидели, все смотрели. А мы должны были лететь, у нас на 4 часа задержали как раз. За нами борт должен был прилететь, мы в Омск должны были лететь, а тут туман, и он в Уфе сел, вот сидим, ждем. А вы с фигуристами как-то катаетесь? Вы именно хоккеисты? Берете Ну, уроки? Нет. Вот знаете, вот надо бы. Это правда, что говорят тренеры хоккеистам, вы что, как фигуристы катаетесь? А вот если бы вы говорили, что вы как фигуристы катаетесь, это наоборот, знаете, Нет. признак мастерства, Нет, профессионализма. Фигуристы, они очень хорошо катаются. Звучали как сарказм. Я знаю, там внутреннее ребро, Наружнее, внешнее да. ребро, да. Я когда в хоккей играл, не знал, что Ну, надо вот. так кататься. Ну, в общем, А у я- вас идеальное катание, я не Спасибо. спорю. Спасибо большое. Ну, Чайлин, ты вообще молодец. Работаем. Спасибо большое. Вот такими были произвольные программы наших потрясающих девушек, которые показали удивительное катание. Такое очень легкое, чистое, очень дерзкое тоже было. И знаете, что я вам хочу сказать? Давайте поддерживать их. Они у нас такие хорошие. Ну и, конечно, мы ждем следующий этап Гран-при. Будет очень интересно, поэтому следите. С вами была Алина Загитова.